Мы часто слышим упреки со стороны зарубежных спикеров. Мол, россияне не предпринимают достаточно усилий, чтобы остановить войну. Дескать, если протестовать выйдет миллион, режим не выдержит и рухнет. А поскольку миллион этот все никак не выходит, такие спикеры часто делают вывод, что с россиянами что-то не так. То ген у нас какой-то не такой, то менталитет рабский, то еще какой-то врожденный порок. 22 февраля проект «Медиа» выпустил исследование российских репрессий, в котором сравнил современную Россию с СССР. Вывод шокирует. Только за последнюю каденцию Путина по политическим статьям в нашей стране осудили больше людей, чем во времена Брежнева и Хрущева. Исследование посвящено памяти Алексея Навального. Давайте сегодня обсудим этот материал и поговорим о том, какие усилия приходится прикладывать режиму, чтобы контролировать протестные настроения в обществе. Для начала проясним, почему исследователи решили сравнить современную Россию именно с периодом Хрущева и Брежнева. Ведь, казалось бы, самая жесть творилась при Сталине, а при следующих генсеках появились всякие оттепели и было вроде бы попроще. У многих из нас есть представление, что СССР только во времена Сталина был тоталитарной диктатурой, с ГУЛАГом, воронками и репрессиями. А после было мороженое по 20 копеек, дружба народов и мультик «Ну, погоди». Как раз тот союз, по которому ностальгирует старшее поколение. Но это вовсе не то время, в которое реально хотелось бы попасть. До самого конца своего существования Советский Союз оставался тоталитарным государством, где сажали за слова, мнения и мысли. Отправляли в психиатрические больницы без суда на неопределенный срок. Могли расстрелять за предпринимательскую деятельность или за валютные операции. Вот один эпизод того времени. 21 августа 1968 года. Страны Варшавского договора под руководством СССР ввели войска на территорию Чехословакии, покончив с Пражской весной, так называли местный период либерализации. 25 августа на Красную площадь вышли всего 8 человек. Выступили против вторжения. У них были плакаты «За вашу и нашу свободу! Позор оккупантам!». Демонстрация эта не продлилась и нескольких минут. Протестующих тут же свинтили, избили и доставили в отделение милиции. После этого пражская газета «Литерарные листы», то бишь литературная газета, написала: 7 человек на Красной площади – это по крайней мере 7 причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских. Все участники демонстрации, за исключением младшей, которую удалось выдать за случайную прохожую, непричастную к акции, все они получили тюремные сроки или были отправлены на принудительное психиатрическое лечение. Разумеется, никакого немедленного эффекта на оккупацию Чехословакии этот протест не оказал. Но люди вышли, пусть даже их было всего 8. Даже учитывая все риски, которые, казалось бы, были просто гигантскими. Безо всякой надежды на успех, с риском оказаться избитыми и в тюрьме. Все это хорошо знакомо и жителям сегодняшней России. В современной России несогласных могут судить не напрямую за несогласие. Преследование по политическим мотивам можно замаскировать, например, под дело за экономическое преступление. Так осудили Алексея Навального. Или можно вменить хулиганство и вандализм. По таким статьям, например, судят за антивоенные надписи. Самые очевидные политические статьи – это дискредитация вооруженных сил и статья за участие в массовых беспорядках. Исследователи проекта «Медиа» собрали на сайтах российских судов информацию об уголовных делах и делах о административных правонарушениях по всем статьям, которые обычно используются в политических делах. Проекту удалось выяснить, что за последний срок президентства Путина за прошедшие 6 лет по репрессивным уголовным статьям судили более 10 тысяч человек. По политическим административным статьям более 105 тысяч человек. Всего порядка 116 тысяч. И это, скорее всего, оценка минимальная. Ведь исследователи могли собрать неполные данные. Часть не скачалась из-за нестабильной работы судебных серверов. Часть не попала в выборку, поскольку рассматривалась мировыми судьями, а по таким делам данные не собирали. А кое-что, например, дела о терроризме, экстремизме или госизмене, и вовсе не публикуются. Давайте сравним все эти цифры с имеющимися данными о репрессиях в СССР, держа в уме, что, скорее всего, когда сменится режим и архивы силовых ведомств откроют, мы узнаем точные данные, и цифры эти будут существенно больше. Чтобы сравнения были корректными, исследователи сопоставляли разные дела по категориям. Например, логично сравнивать там и там количество осужденных за высказывание. В СССР такие преступники
шли в тюрьму за антисоветскую агитацию и распространение ложных измышлений, порочащих советский строй, по той самой знаменитой 58-й статье УК. В наше время за подобную цензуру отвечают статьи за экстремизм или за оправдание терроризма, о дискредитации армии, о призывах к санкциям и фейках. Попасть под такое уголовное дело можно, написав пост или комментарий к чужому посту. А иногда достаточно просто высказаться в присутствии не тех людей. За последние 6 лет обвиняемыми по таким делам стали 5613 человек. Большая часть из них уже осуждена. Другие еще ждут приговора, но вряд ли число осужденных будет значительно меньше. Оправдывают сейчас в России меньше, чем 1% обвиняемых. Больше 5500 обвиняемых и осужденных по статьям, которые однозначно можно считать репрессивными. За все правление Хрущева и Брежнева был лишь один 6-летний период, когда СССР смог хоть как-то приблизиться к таким результатам. Но все равно там было меньше. С 56 по 61 год этот период. Сразу после смерти Сталина, когда репрессивная машина еще гнала по инерции на всех оборотах. Тогда было осуждено немногим меньше 5000. А все остальное время за 6-летний период набиралось от 500-600 до 1000 с небольшим осужденных за высказывание. Как и в СССР, политические уголовные дела в современной России все же остаются сравнительно небольшой частью репрессий. Чаще всего власть предпочитает действовать неформально, используя давление и админресурс. Отчислять из университета, увольнять с работы, угрожать, принуждать к отъезду из страны. А еще применяется отвратительная практика. Угрозами и насилием человека вынуждают извиняться на камеру, признавать свою вину, говорить, что был неправ. Сколько таких роликов мы видели за последние годы? Кроме того, перед каждым анонсированным протестом появляются сообщения, мол, было вручено предостережение о недопустимости чего-нибудь. Подобных вариантов давления на нервы масса. Причем также действовала и советская власть. Тогда это называлось профилактированием. Ты мог не совершить никакого вообще ничего запрещенного, не то что преступления, вообще ничего запрещенного не делать. Достаточно было, если в тебе чувствовалось что-то неблагонадежное, например, были подозрительные связи с иностранцем. Или если ты, возможно, вынашиваешь изменческие намерения, допускаешь всякие политические вредные проявления, и вот в таком случае ты мог попасть на специальный учет и получить официальное предостережение. Еще тебя могли пропесочить в общественной линии, обсудить на рабочем собрании, вынести порицание и вообще устроить товарищеский суд. И это смешно только в фильме про Афоню. В реальности такие вещи могли сломать карьеру и испортить жизнь. Проекту удалось найти данные по этому профилактированию с 1967 по 1974 год. По сведениям КГБ, такому воздействию подверглись более 120 тысяч человек. Сейчас эшники и ФСБ, понятное дело, не передают в Росстат подобную информацию и не публикуют ее на своих сайтах. Пока для исследования доступны только случаи привлечения россиян к административной ответственности по статьям, нарушающим свободу слова, совести и собраний. По сведениям проекта, за 6 лет в судах рассмотрели больше 105 тысяч таких дел. По большей части из них были назначены наказания, штрафы, аресты и обязательная работа. Получаются вполне сопоставимые цифры. 120 тысяч человек за 8 лет в советский период, за последние 6 лет президентства Путина – 105 тысяч. Плюс неизвестное число граждан пострадало от увольнений, угроз, отчислений из вузов и других неформальных методов давления. Их число должно быть значительным, ведь новости о таких эпизодах попадают в паблик чуть ли не ежедневно. Особая категория среди политических дел – те, которые заводят после крупных акций протеста. Выглядит это обычно так. Более или менее случайным образом выбираются несколько участников шествия или митинга, и в отношении них открываются уголовные дела. Часто по обвинению в оскорблении представителей власти или в насилии к нему же. Эта случайность выбора жертвы очень важна. Она помогает держать общество в атмосфере страха, заставляет потенциальных участников протестов оценивать риски как более высокие. Ведь для граждан, участвующих в протестной акции, не должно быть безопасных стратегий поведения с точки зрения власти. Но и граждане не понимают, кого и почему могут привлечь. И кажется, что участвовать еще опаснее. Исследование поместило нас в исторический контекст. С допущениями и оговорками, но мы понимаем, где находимся, и находимся мы где-то между сталинскими репрессиями и хрущевско-брежневскими временами. Не 1937 год, конечно, без судов, троек и массовых расстрелов, но и не оттепель совсем. Руководство нашей страны использует репрессии для удержания власти
И гражданам нечего противопоставить этой огромной машине, которая готова испортить жизнь любому, кто выйдет против нее. Причина политического тупика, в который попала Россия, кроется не в том, что люди какие-то не такие, не в особом менталитете и рабской психологии. Причина в том, что репрессивная машина, выстроенная людьми у власти, не дает несогласным шанса безопасно выразить свою позицию. И удивляться в нашем положении надо не тому, что на Красной площади все еще не собрался миллион, а тому, что, несмотря на все риски, люди показывают, что они против. Люди пришли на похороны Навального, несмотря на все угрозы и предостережения со стороны властей. Оставляли подписи за Надеждина, пришли на участки голосовать в 12 дня по призыву оппозиции. Власть знает, что протест в России теперь реализует себя не через митинги и марш. Понимают, почему люди пришли попрощаться с Навальным и все последующие дни несли цветы на его могилу. Граждане вовсе не думали, что посетить похороны безопасно. В Телеграме и Фейсбуке везде обсуждения, кто как готовился после похорон ночевать в ОВД. Люди писали: «Я прощалась с детьми. Я оставил пароли и доступы для коллег на случай, если не вернусь сегодня. Я поставила сложный пароль на телефон. Прихватила книгу, чтобы читать в автозаке. Зарядил пауэрбанк, взял еду». Люди шли и на выборы. Вставали в очереди, наблюдали, голосовали против Путина, разрисовывали бюллетени портретами Навального. И это несмотря на то, что их пытались запугивать, угрожали наблюдателям и тем, кто решил прийти на участки в полдень 17 марта. Прокуратура рассылала предупреждения активистам. Дескать, явка на избирательный участок в полдень 17-го может быть расценена как участие в экстремистской деятельности. Студентам угрожали проблемами вплоть до отчислений. Российские граждане принимают участие в активности, которую власть может счесть протестной, понимая, что не от них зависит, как все пройдет. Да, мы до сих пор не свергли режим и не остановили войну, и поэтому некоторые внешние наблюдатели, в основном иностранцы, будут продолжать считать усилия российского гражданского общества недостаточными. Но есть объективные данные. Россия сейчас одна из наиболее жестоких автократий на планете. Репрессивность режима максимальная за последние почти 70 лет. И при этом сейчас сопротивляться власти готовы десятки тысяч людей. Это огромный потенциал нашей страны. И наша надежда на то, что у России и у Украины, и у всего мира может быть лучшее будущее. Возможно, единственная надежда. Потому что никакого внятного пути завершения войны, кроме политических изменений внутри России, на горизонте не видно. Читая новости, легко поддаться иллюзии, что у России нет шансов, но это не так. Давайте об этом помнить. До завтра.